Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И в этом видео я расскажу вам все про ближайшее полнолуние, которое случится с нами совсем скоро, на днях 25 января 2024 года. Да, ребят, это полнолуние будет у нас во Льве, представляете, во Льве. На этот момент солнышко будет в оппозиции с Луной, Солнце будет в Водолее, в соединении с Плутоном и в квадратуре с Юпитером. Здесь, ребят, как говорится, легко не будет. Будет жарко, будет огненно, будет очень интересно, поэтому отслеживайте свои эмоции, отслеживайте свое настроение, силы. Сил будет очень много, эмоции тоже будут вас переполнять, поэтому здесь, пожалуйста, будьте аккуратны, что вы говорите и что вы делаете, потому что именно в это полнолуние будет велика сила именно разрушения. И, конечно же, кто ощутит это полнолуние? В полной мере, конечно же, знаки огня. Будет разрывать львов, стрельцов, кроме овнов, у овнов будет как-то полегче, да. При этом скорпионы и водолеи наделают очень много шума, потому что будет энергия бурлить, захочется все переделать, избавиться от старого, почистить шкафы, избавиться от старых отношений. И здесь, пожалуйста, поаккуратнее, потому что, понимаете, вообще, в принципе, водолейский месяц, он уже наступил, да, Солнце у нас уже в Водолее, и это месяц не самый, я бы так сказала, пригодный для любовных отношений, но у нас с вами в феврале как раз-таки Валентинов день, день влюбленных, и на самом деле это логично, да, когда, как говорится, наш организм болеет, нам не хватает витаминов, мы его питаем витаминами, да, так вот и февраль, это месяц, который нам не хватает любви, вот она нам нужна, да, не хватает любви, поэтому хочется вот расстаться, попрощаться, вместо того, чтобы навести порядок, проще, конечно же, так это и убрать все, да, поэтому, дорогие мои, запаситесь терпением, на самом деле терпение это будет лучший друг в это полнолуние, Сатурн на самом-то деле в благоприятных аспектах и поможет за жабры вытащить, только терпением можно будет пережить эти несколько дней, там, день до полнолуния, день после полнолуния, да, жаркая огненная энергия, и здесь, конечно же, понимаете, любимые, и отслеживайте, что натворить можно много чего, расстаться. Плюс еще у нас в это же полнолуние у нас на небе статичен Уран, и поэтому здесь вообще все не просто так. У нас выдастся сложные 2 недели уходящего лунного цикла, когда захочется совсем распрощаться, сжечь мосты очень быстро и не разбираясь. Но, ребят, запаситесь терпением. Это, я бы так сказала, главный козырь в рукаве. Ну и, конечно же, разговаривайте, думайте, что вы говорите, что вы делаете, не пылите на работе, захочется поменять и работу в том числе. И здесь, пожалуйста, будьте благоразумны, не уходите в никуда, бросив, там, я не знаю, документы, громкие слова. Ребят, аккуратнее в это время, потому что я говорю, разрушаться все будет очень быстро. Вернуть потом все на место будет сложнее. Ну и зачем, когда можно потерпеть, понять, почему все-таки вас это настолько накаляет, и разобраться в этом. Потому что когда вы начинаете соединять себе в голове определенные мысли, почему у вас это настолько раздражает, оно становится как-то вот само собой устаканивается, что ли. Дела налаживаются, дела спорятся, и все получается как надо. Да? Поэтому, ребят, главная суперсила в это полнолуние – это самообладание и терпение. Поэтому, если вы ее освоите, то будет счастье. Если же нет, я даже боюсь читать все эти комментарии, которые вы будете мне писать, потому что очень много было всяких расставаний, и красивых, и не очень, потому что, когда люди расстались красиво, это одно, то есть они, 2 полноценных человека, пошли в свою жизнь, строят дальше свою жизнь. А когда люди расходятся
некрасиво, то есть ни у кого жизнь не идет, да, поэтому, ребята, и, к сожалению, рубеж Нового года в этом году, он был такой, на самом деле, так себе приятно, поэтому здесь прекрасно понимаете, что, особенно если вы семья, особенно если у вас там детки, понимаете всю серьезность ситуации, месяц следующий будет тоже непростым, февраль, еще и март, да, поэтому здесь запасаемся терпением, то есть у нас, как говорится, на небе все только начинается, в 2024, поэтому это полнолуние, оно будет такое, я бы так сказала, островато яркое, то есть просто так незамеченным не останется. На благо Уран остановился, и он вот без напряженных аспектов, и это на самом деле радует, да? Поэтому здесь, конечно же, продолжайте всю свою работу, работа в IT, работа, которая неоднозначная, неординарные проекты, что-то креативное, что-то новое. В принципе, это продолжайте, это делайте. Вот этими делами в это полнолуние заниматься можно, да, то есть Уран здесь как бы говорит, да, я согласен. Прекрасно получится бумажные дела, волокита, все прекрасно, стабильная работа тоже будет хорошо. Еще раз говорю, главное попридержать свои вот эмоции, которые вы не высказали ранее, потому что велик риск того, что можно сказать и переборщить, потому что как раз-таки и Марс, и Меркурий находятся в квадратах к кармическим узлам, и эти вопросики, понимаете, которые ситуации будут в жизнях происходить, они вот не просто так будут даваться, они будут даны для того, чтобы выработать вот как раз-таки это самообладание. Получится разрулить ситуацию, потому что и Марс, и Меркурий, они находятся в Козероге, это все-таки стабильный знак, который основывается не просто там на что-то неэфемерном, а на стабильности, то есть на чувстве долга, на ответственности в том числе. Поэтому, ребята, я в вас все-таки верю. Я верю, что получится вот удержать свои эмоции и претензии. Претензий будет очень много. Юпитер напряженный в квадрате с Солнцем, поэтому претензий будет ко всему миру много. Все будет вам не нравиться, вот все будет, невозможно будет угодить. Но эта история, знаете откуда? Это потому что история претензий к самому себе. Сам не развиваюсь, сам не делаю, что хочу, сам не иду в свое развитие, но себя винить как-то не алло, поэтому я, вот у меня все виноваты, да, поэтому, ребят, здесь понимаете, что ответственность за нашу жизнь лежит на каждом из нас, особенно если мы прошли рубеж 18 лет, то наши родители уже нас отпустили в жизнь, все, мы вот все такие красивые, состоявшиеся, идем в свою жизнь, куда мы хотим, да, конечно, родители направили или не направили, насколько силы хватило в то время направить. Поэтому мы сейчас направляем себя сами, мы сами несем на себя ответственность. Поэтому понимаете, вот раз уж вы несете сами за себя ответственность, тогда куда вы идете? Зачем вы туда идете? Почему вы не идете туда, куда хочется? Поэтому начинайте здесь думать логически и четко. Уран, планета логики, будет как раз в адекватном состоянии. Хоть и статично, но логически подумать можно. Поэтому, ребят, понимайте, кто вы, про что вы, и убирайте агрессию, злость и нападки на всех остальных, потому что, как говорится, это делу совсем не поможет. В целом, еще раз говорю, в это полнолуние получится заниматься активной, интересной и яркой деятельностью. Залетят очень классно вау-проекты, неожиданные проекты, яркие проекты, все, что связано с творчеством, все, что связано с неординарным, необычным. То есть, если вы человек сцены, если вы человек публичный, прекрасно, наоборот, вот эта вот яркая злая энергия полнолуния поможет, конечно же, вот вас подвинет вперед, да, то есть если вы творческий человек, прекрасно зайдут проекты в том числе, при этом стабильные проекты, которые вы уже делаете очень много времени, они у вас идут хорошо, то есть отлаженный механизм, все хорошо. Основной минус, такой жирный, я бы так сказала, минус, да, в это полнолуние, это как раз-таки эмоции. Не выплеснутые эмоции, не прожитые эмоции. И здесь, пожалуйста, их попридержите. При этом в полнолуние, пожалуйста, будьте аккуратны за рулем, потому что Марс все-таки напряжен, рассеяно внимание,
Марс напряженный, Меркурий невнимательный, напряженный, то есть очень аварийное время, время столкновений, время выяснения отношений, поэтому вы вокруг этой даты увидите, услышите много различных событий, митингов, бунтарств и прочее, просто потому что кто такие бунтари? Бунтари — это те люди, кто в жизни не бунтуют, то есть это тот человек, который просто вот так течет по течению, и вот сложилась какая-то ситуация извне, и человек такой: вау, окей, я поучаствую, я приму чью-то сторону, и я начну бунтовать. С учетом того, что у нас еще Солнце в соединении с Плутоном, а это, как вы уже знаете, коллективные массы, это энергия коллективная, когда хочется вместе куда-то влиться в коллектив, и вместо того, чтобы заняться какой-то классной волонтерской деятельностью, там, я не знаю, поехать кому-то спасать жизни, да, начинается вот это вот показное, бунтарское, что-то кому-то где-то доказать. Здесь двоякая такая ситуация с бунтарством, в принципе, с коллективными массами, да, потому что этим занимаются в основном те люди, кто в жизни не реализован. Поэтому, ну вот, чтобы хоть как-то чем-то заняться, вот люди начинают вот бунтарство устраивать на показ. Можно, не знаю, вести социальные сети, заниматься своим продвижением, рекламой, пиаром. Здесь главное не переборщить с пиаром, потому что помним, что в это полнолуние Юпитер, он все-таки очень сильно напряженный. Ну как, аспект к Солнцу, я бы сказала, да, чересчур напряженный, поэтому квадратура особо не радует Солнцем, поэтому прекрасно понимаете, ребят, что пришел тот момент, и все-таки 2024 год нас зажигает и дает нам вот такой момент проявиться. Да? Я не скажу, что это плохой год, что год начинается там с мощного какого-то вот такого вот полнолуния, которое вот нас всех уже не успел начаться год, уже вот такое полнолуние. Начинаем, а что делать? Сколько лет сидели, ждали, отсиживались, да? Ну, в 22-м году движуха началась, в 23-м все отсиживались. 24-й начинаем сразу с яркого огненного полнолуния, да, как говорится, и начинаем активно себя вести. Да. Я надеюсь, не дойдет до таких очень неприятных мировых столкновений в это полнолуние. Все-таки недостаточно энергии, но могут, в принципе, раскрутить на статичном уране и на только что поменявший знак Плутоне, в принципе, могут накрутить, но энергии, в принципе, если будет какая-то глобальная мировая заварушка, она будет такая простенькая. Хотя, в принципе, в свете последних событий уже люди так себе реагируют на это, да. Ребят, еще раз говорю, не отступаем от плана, понимаем, куда мы идем, зачем мы идем, что мы делаем для этого мира, воспитываем себя, воспитываем детей, растем, развиваемся, сохраняем себе в тепло, добро, страсть к жизни, страсть к работе. Растем и развиваемся так, заряжаем этими эмоциями своих близких для того, чтобы вокруг вас люди развивались как сообщество ярко и интересно. Мы с вами идем в то самое время, в эру Водолея. Еще будет большое видео про эру Водолея, когда она наконец-таки наступит, сколько продлится, да, и чем закончится. Но пока про полнолуние. Мы идем туда, в эру Водолея, да, и понимаете, что нам необходимо вокруг себя иметь классное сообщество, где мы все вместе такие красивые и интересные развиваемся. Это будет основным таким кредом по жизни. То есть уже мало прийти на работу и просто быть узкоспециализированным человеком. Уже необходимо знать несколько языков, иметь свое хобби такое яркое, интересное. Неважно, на какую играете вы в поло, да, или вы любите гонять в футбол, или же вы любите фотографировать на досуге. Вообще абсолютно без разницы, да? Главное быть разносторонним и интересным человеком. И на самом деле лично я, моя семья и близкие, мы идем в это общество. И лично я здесь для вас вот и вещаю все эти видео для того, чтобы вы начали развиваться каждый сейчас. И только своими такими действиями можно будет победить все те столкновения в мире, которые есть, которые люди не понимают, истребляют друг друга ради того, чтобы кому-то что-то доказать, при этом ничего не делая такого, чтобы помочь этому миру. Поэтому, ребят,
давайте собираемся, первое яркое, жаркое, огненное полнолуние во всей его красе, встретим достойно, встретим эмоционально, и я желаю, чтобы это полнолуние вас зарядило не просто на эмоции, вас зарядило на действие, потому что, ну, на самом-то деле задействованы такие силовые каналы, Водолей, Лев, да, и плюс еще Телец — это стабильный знак, который, Юпитер у нас в Тельце, стабильный знак, который все-таки работает на повышение, на улучшение уровня материального благосостояния. Плюс Марс с Меркурием у нас в Козероге, это, конечно же, за повышение статусности, за здоровье, за действие и за продуктивность. Не просто так распыление себя и уничтожение, а для созидания, ребят. Поэтому работаем, поднимаемся и понимаем, зачем мы здесь. Вроде рассказала понятно. Если у вас остаются вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Ребят, только, пожалуйста, дата, время и место вашего рождения и, собственно, вопрос, который вас интересует. Если же вы хотите, чтобы ваш вопрос остался конфиденциальным, в описании канала есть ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию, будем разговаривать лично. По классике, в конце актуальные ролики, на которые вы можете опереться и выбрать, принять верное решение для того, чтобы только улучшить свою жизнь. Ребят, спасибо, что были здесь. Я готова для вас записывать новые ролики и увидимся в будущем. Пока-пока.